Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня пряники на кефире, и я решила показать, как я это готовлю. Рецепт совсем несложный. Пряники получаются вкусными. На следующий день и последующие дни они становятся еще вкуснее. Это тесто созревает. Глазурь застынет обязательно. Пряники получаются вот такими настоящими, не печеньками, а пряниками, которые жуешь и чувствуешь, что ты ешь пряник. Вот просто как в моем детстве. Очень вкусно. Поехали готовить. Для теста 3 яйца. Белок отделяем 30 грамм и убираем в холодильник. Обязательно закрываем пищевой пленкой. 200 грамм сахарного песка, 20 грамм ванильного сахара. И все тщательно перемешиваем с помощью венчика. Можете готовить с помощью миксера. Масса должна побелеть, а сахар частично раствориться. Добавляем 400 грамм кефира, обязательно комнатной температуры. Перемешиваем и окончательно растворяем сахар. Не забываем добавить щепотку соли. В муку, а муки здесь 900 грамм, я высыпаю 3 чайные ложки разрыхлителя для теста. Это 15 грамм. Все под видео укажу. Перемешиваем. Половина муки отправляем в миску, а всего муки 900 грамм и замешиваем тесто. Сейчас важно разбить все комочки. Вот такое гладкое тесто получается. Добавляем 100 миллилитров растительного масла, обязательно рафинированного. И продолжаем вымешивать. Размешали тесто до однородности. Продолжаем добавлять муку и окончательно вымешивать тесто. Переходим на лопаточку, потому что венчик с таким количеством не справится. И замешиваем тесто. Вымешивайте, чтобы вся мука вошла в тесто. Присыпаем столешницу мукой и выкладываем наше тесто. Продолжим его замешивать на столе. Друзья мои, вот такое получается тесто. Оно немножечко прилипает к рукам, но не критично. И с помощью муки с ним можно справиться. Больше муки не добавляйте. Вот такое должно быть тесто. Оно, что называется, плывет. Но вымесить его надо до гладкости и до однородности, периодически подсыпая столешницу мукой, но совсем немного. Не забивайте мукой тесто. Присыпаю столешницу мукой. Все. Собираю в один комочек, закрою пищевой пленкой и оставлю буквально на 10 минут. За это время я подготовлю противень. Пергаментом застилаем противень и начинаем работать с тестом. Отрезаем какую-то часть, остальное прикрываем пленкой ненадолго. Присыпаем столешницу мукой и тесто присыпаем мукой. И начинаем раскатывать тесто в пласт. Не тоньше, чем 1,5 сантиметра. Иначе у вас получатся не пряники, а печеньки. 1,5 сантиметра, не тоньше. Раскатывайте по всей поверхности одинаково. У меня вот такая вырубка, а вы можете, если нет ее, делать стаканом, что есть под рукой. Подготовить немного муки, опускаем в муку и делаем заготовочку. Духовку включаем на разогрев на 200 градусов. Обрезки собираем, не добавляя муку, иначе эта часть пряников будет забитая мукой. Ничего страшного, если прилипает к рукам, немного помогите мукой. Все, вновь раскатываем и вырезаем пряники. Раскладываем на противень на расстоянии. При выпекании они увеличатся. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Время выпекания 20-25 минут. Осталось приготовить глазурь. 180 грамм сахарной пудры, 30 грамм белка. Если 120 грамм сахарной пудры, 20 грамм белка. На каждые 10 грамм яичного белка 60 грамм сахарной пудры. И все тщательно взбиваем. Берем столовую ложку воды, кипяченой, охлажденной, и добавляем совсем немножко лимонной кислоты. А можно добавить сок лимона. И сюда выливаем. Благодаря лимонному соку масса побелеет. Взбиваем 3-4 минуты. Обязательно попробуйте. Не должно быть на языке никаких крупинок. Сахарная пудра очень быстро взбивается с белком. Если ваша масса не вот такая, а больше густая, добавьте чайную ложечку воды. А дальше можно взять и каждый пряник смазать с помощью кисточки и отправить сушиться.
но это долго и нудно. Проще несколько штук отправить в любую посуду или в кастрюльку, добавить глазурь, закрываем и немножечко перемешать. И готовые пряники выкладываем просушиться. И по такому принципу сейчас все пряники я разукрашу. Пряники готовы. Как только глазурь подсохнет, она еще больше побелеет. Глазурь хорошая, от пряников не отскакивает, при разломе не крошится и не сыпется. Друзья мои, готовьте и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!